Смотрите на многообразие новых камер и не знаете, какую из них стоит купить? Canon, Nikon, Sony. Так много вариантов. Но сегодня я расскажу про 8 камер, которые я бы рекомендовал вам рассмотреть к покупке. Поговорим, чем хороша и кому подойдет каждая из представленных камер. Canon R50. Универсальная камера начального уровня. Цен мы сегодня, как обычно, не называем, ибо уж больно быстро они меняются. Но это одна из самых доступных камер в нашем сегодняшнем обзоре. Соответственно, лучше всего она подойдет новичкам, которые хотят купить именно новый аппарат, и варианты покупки БУ техники не рассматривают. Как начальная камера она вполне подходит и для фото, и для видеосъемки. В ней установлена APS-C матрица на 24 мегапикселя и отличная система автофокусировки Dual Pixel 2. При этом камера крайне компактная, весит всего лишь 375 граммов без объектива. Для человека, который только учится фотографировать, она имеет все необходимое. Ручные режимы съемки, видоискатель, понятное и простое управление. Учиться можно с ней не только фотографировать, но и снимать видео. Камера может записывать 4К видео хорошего качества. Недостатки этой камеры вытекают из ее стоимости. Чем дешевле камера, тем она проще технологически. Один из главных недостатков – отсутствие матричной стабилизации. Ее в камероподобном уровне обычно не устанавливают. Но у Canon довольно много объективов со встроенным стабилизатором, всегда можно найти какие-то варианты. Да, еще один недостаток всей системы Canon RF, а не только этой камеры, крайне дорогие родные объективы и их небольшое количество. Покупаете переходник под EF, оптику, и перед вами огромный мир объективов зеркальной эпохи фотографии. Nikon Z5, камера, о которой незаслуженно мало говорят. Одна из самых доступных полнокадровых беззеркалок. Сегодня она стоит дешевле, чем многие кроп-камеры, при этом технически позволяя вам использовать ее не только в любительских, но и в профессиональных целях. Итак, в Nikon Z5 установлен полнокадровый сенсор на 24 мегапикселя, хорошая гибридная система автофокусировки, при этом у камеры есть двойной слот для карт памяти формата SD, что крайне важно для коммерческой съемки. А еще в камере есть матричная стабилизация изображения. То есть, как фотоаппарат именно для фотографии, Nikon Z5 очень хорош за свой прайс. Да, из недостатков фоторежима отметим скорость серийной съемки, всего 4,5 кадра в секунду, но для многих этого будет более чем достаточно. А вот у видео есть некоторые существенные недостатки по сравнению с более продвинутыми камерами. Так, запись 4К видео здесь осуществляется только с кропом 1.7, что довольно много. Full HD видео можно записывать со всей матрицы. Если вам этого достаточно, то Nikon Z5 может дополнительно предложить такие вещи, как порт для микрофона и даже порт для наушников. В общем, это отличная камера для любителя фотографии, которая может быть и профессиональным инструментом коммерческого фотографа. Canon R8 – полнокадровая камера от Canon. Во многом похожа на Nikon Z7, которую мы ранее обсуждали, но с рядом отличий. Самый очевидный – это Canon, а не Nikon. Камера вышла не так давно, в 2023 году, то есть она гораздо свежее, чем Nikon Z5, ну и дороже соответственно. Преимуществами Canon R8 по сравнению с Z5 можно назвать более качественную систему автофокусировки Dual Pixel 2, более высокую скорость серийной съемки 6 кадров в секунду, наличие поворотного экрана. R8 обладает широкими видеовозможностями. Умеет записывать 4К видео 60 кадров в секунду со всей матрицы, не обрезая кадр. Камера может снимать видео как в HDR, так и в C-Log. Что касается недостатков. У камеры нет матричной стабилизации, всего один слот для карт памяти. А из-за того, что камера очень маленькая, она на 200 граммов легче, чем тот же Nikon Z5, в ней установлены крошечные аккумуляторы LPE17, которые я помню еще по камере Canon 200D. Соответственно, автономность камеры очень скромная. Canon R6 Mark II можно назвать профессиональной камерой во всех смыслах. Ее возможности крайне широки, а для многих будут даже избыточные. Причем R6 Mark II можно использовать как для фото, так и для видеосъемки. В камере установлена полнокадровая матрица на 24 мегапикселя, система автофокуса Dual Pixel 2. Буфер памяти вмещает 110 кадров в формате RAW при съемке с механическим затвором. В фотоаппарате установлен двойной слот для карт памяти формата SD. Камера имеет классический форм-фактор, использует известные аккумуляторы формата LPE6, которые заметно более емкие, чем аккумуляторы Canon R8, о котором мы говорили ранее. С точки зрения видео тут все тоже очень хорошо. Canon R6 Mark II снимает видео 4К до 60 кадров в секунду, имеет C-Log 3 на борту и, конечно, в камере есть матричная стабилизация изображения.
В общем, это отличный фотоаппарат для тех, кто ищет себе камеру Canon для коммерческой съемки. Конечно, она отлично подойдет и любителям со стажем, благо ее цена хоть и высока, но не заоблачна. Canon R6 Mark II отлично справится с записью как фото, так и видео. При этом это одна из самых доступных камер в своем классе. А почему бы для разнообразия не порекомендовать вам что-нибудь от Panasonic? S5 IIX очень интересный аппарат, в котором Panasonic наконец-то добавил хорошую систему автофокуса с фазовыми датчиками, а с остальными показателями у них и раньше все было хорошо. Panasonic S5 IIX – конкурент Canon R6 Mark II, о котором мы сегодня уже поговорили. Panasonic немного дороже на нашем рынке и чуть больше ориентирован именно на видеосъемку. Так камера может снимать видео вплоть до 6К 30p, поддерживает запись RAW видео при подключении внешнего рекордера и даже имеет полноразмерный порт HDMI. В остальном она очень сильно напоминает R6 Mark II по своим возможностям. У камер схожие видоискатели, 2 слота для карт памяти формата SD, полнокадровые матрицы на 24 мегапикселя, поворотные экраны одинаковой конструкции и так далее. При выборе любых камер, а в особенности камер от Panasonic, стоит смотреть сразу и на доступность оптики. Чаще всего она несколько дороже, чем у конкурентов, даже за схожие предложения сторонних брендов. То есть одни и те же объективы Sigma для камер Panasonic и для камер Sony могут иметь различную цену, не в пользу Panasonic. Nikon ZF камера в ретро-стиле для любителей эстетики. Покупать стоит в комплекте с объективом 40 мм. И этот комплект будет красивее, функциональнее, да еще и дешевле, чем пресловутый Fujifilm X106, которым почему-то грезят очень многие. Меж тем Nikon ZF имеет свежий внешний вид, в том плане, что она еще не приелась. Это первое поколение данной камеры. И это полнокадровая беззеркалка, в отличие от тех же ретро-камер Fujifilm. С точки зрения характеристик, тут у нас практически Nikon Z6 Mark II. Но только он новее, а потому немного более продвинутый. Хоть и не дотягивает до того же Z6 Mark III, который вышел совсем недавно. В Nikon ZF установлена полнокадровая матрица на 24 мегапикселя и хорошая гибридная система автофокуса. Несмотря на ретро-дизайн, в камере используется полностью поворотный экран, который облегчает процесс съемки видео. Камера умеет снимать видео вплоть до 4К 60 кадров в секунду. Правда, в таком режиме она снимает видео с кропом. С полного сенсора камера снимает только в 4К 30p. В общем, это очень красивая камера для тех, кому нужна не только функциональность, но и эстетика. При этом нельзя сказать, что эстетика здесь сильно вредит функциональности. Пошла тяжелая артиллерия. Хоть Sony A7R5 и подешевела за последнее время, но все равно до сих пор она очень дорога. Это топовая камера Sony для тех, кто любит высокие разрешения. Здесь стоит полнокадровая матрица на 60 мегапикселей. Если вы любите снимать пейзажи, студийные портреты, а также творить в любых других жанрах, где ценится детализация картинки, то эта камера может вам подойти. В камере установлен очень крупный видоискатель с увеличением 0.90x и разрешением 9,4 миллиона точек. На сегодня это топовые значения среди полнокадровых камер. Такой же видоискатель используется во флагманских Sony A1 и A9 Mark III, которые стоят в 2 раза дороже, чем Sony A7R5. В камере установлена одна из лучших систем фокусировки на сегодня. По способности отслеживания объектов, возможно, она даже лучше, чем в топовых решениях Canon. Камера имеет массу наворотов с точки зрения видеосъемки. Все, что мы обсуждали ранее относительно других камер, здесь также есть и даже больше. Sony A7R5 умеет снимать видео в формате 8К 30 кадров в секунду. Скорость серийной съемки в режиме фото с максимальным качеством RAW составляет около 7 кадров в секунду. И если очень хочется, это можно отнести к недостаткам данного аппарата. Также нельзя не отметить, что скорость считывания сенсора здесь невелика. Оттого у камеры довольно сильно выражен эффект желе Rolling Shutter во время съемки видео. В общем, для видеосъемки в движении эта камера подходит хуже некоторых предыдущих участников нашего топа. Ну а если мы говорим о самом топовом варианте, то как тут не порекомендовать уникальную Sony A9 Mark III. Безусловно, эта камера не подойдет большинству. Она очень дорогая и очень специфичная. В последнее время в мире фототехники все меняется очень медленно, и каких-то серьезных прорывов давно нет. Каждая компания немного улучшает свои камеры, увеличивает количество мегапикселей, допиливает автофокус, поднимает разрешение снимаемого видео. Не очень интересно, согласитесь. А вот Sony A9 III использует технологию, которой до этого не было
на полнокадровых беззеркальных фотоаппаратах, так называемый глобальный затвор. Технология, совмещающая в себе плюсы механического и электронного затворов. Глобальный затвор считывает всю матрицу разом, а не построчно, соответственно пропадают эффекты мерцания и роллинг шаттер. Sony A9 Mark III способна фотографировать со скоростью 120 кадров в секунду. Ее буфер при этом забивается меньше, чем за секунду, если вы снимаете в RAW. Что до видео возможностей, то камера снимает 4К 120p. А еще глобальный затвор позволяет синхронизироваться со вспышкой на стандартных значениях вплоть до 1/16 секунды, а в отдельных условиях даже до 1/80 секунды. Преимущества над камерами без глобального затвора, то есть над всеми другими, очевидны. Но что по недостаткам? Владелец Sony A9 III расплатится за наличие технологии глобального затвора в камере не только огромной суммой денег, но и ухудшением показателей шума на высоких ISO и шириной динамического диапазона. Два этих показателя на данной камере хромают по сравнению с топовыми полнокадровыми камерами без глобального затвора. В остальном же это отличная камера для спортивных фотографов, а также для тех, кто хочет снимать видео без эффекта роллинг шаттер. Ну и, как я говорил раньше, просто интересный инновационный фотоаппарат. Когда я составлял этот топ, у меня получилось гораздо больше 8 камер. Я готов поделиться своим оставшимся списком, если вам эта тема интересна. Вам интересно?